В Одессе, где бы ты ни шел, всегда можно встретить какой-нибудь памятник архитектуры, потому что Одесса – город с богатой историей. Сегодня это Мавританская арка, через которую мы сейчас с вами пройдем. Здесь есть табличка, що це пам'ятка архітектури, і вона охороняється державою, а пошкодження карається законом. Мне нравится, раньше было так только за границей, сейчас в Одессе на памятниках архитектуры сделали таблички с QR-кодом. Направляете камеру телефона на QR-код и более детальную информацию узнаете о памятнике архитектуры. Ну что, проходим через Мавританскую арку. Одесситы знают, скорее всего, куда мы направляемся. А для тех, кто смотрит нас из других городов и стран мира, мы направляемся к морю. На один из самых известных пляжей в Одессе. Неоднократно говорила, что очень нравится, когда заброшенные здания или какие-то некрасивые серые заборы разрисовывают и создают такие замечательные картины. Можно пройтись и полюбоваться. Подошли с вами к канатной дороге. Канатная дорога в Одессе достаточно старая. Ее построили, если не ошибаюсь, еще в 1971 году. Но, тем не менее, она еще до сих пор функционирует. Вот, даже кто-то катается. Я узнавала цену и стоимость канатной дороги 200 гривен примерно за 7 минут. Смотрите, морская тематика. Класс. А вот котики, настоящие одесские коты. Я спросила, сколько сейчас стоит покататься на канатной дороге, и стоимость прогулки 200 гривен примерно за 7 минут. Смотрите, арбузик. Классные пчелки. Вижу, люди катаются, но, скажу вам честно, сама бы не рискнула. Потому что оказаться на канатной дороге где-то высоко над землей во время воздушной тревоги, это бы мне точно не понравилось. Несмотря на то, что вечер, пляжи не спешат оставаться пустынными, и люди не спешат по домам. Посмотрите, солнце уже спряталось, но тем не менее на пляжах еще остаются сотни людей. Ну и, судя по всему, водичка теплая. Говорили, будет ледник, но, наверное, его нету. Потому что посмотрите, сколько людей купается в воде. Уже практически середина августа, но, тем не менее, в Одессе лето продолжается. Всем привет из очень жаркой, солнечной и летней Одессы. Как на большинстве пляжей Одессы, можно и в Отраде купить все, что нужно для отдыха. Матрас 700 гривен, круги по 300 гривен, детские круги по 150 гривен. И, кстати, очень классно, что везде есть цены. Можно пройтись и узнать, что сколько стоит. Потому что зачастую цены не пишут. А вот и горпляж. Отсюда, кстати, можно полюбоваться на красивые одесские пейзажи. Такие пляжные, можно сказать. О, как интересно. Посмотрите, здесь даже ковер есть. Для того, чтобы кто ходит босиком, здесь было мягко пройтись. Посмотрите, боже, все пляжи Одессы набиты битком. Смотрите, сколько везде людей. Зонтики классные. Раньше такие можно было увидеть только на каких-то островах. Но Одесса тоже не стоит на месте, поэтому уже достаточно давно они появились и у нас. Но горпляж меня этим ковром, конечно, удивил. Каждый пляж, который официально открыт, везде можно встретить информационный стенд, на котором есть изображены фотографии мин, которые сейчас есть в Черном море. Так, сейчас вам покажу, какие цены. Горпляж, шезлонг 400 гривен, кровать 800 гривен, бунгало 1000 гривен и камера хранения 150 гривен. Я решила спуститься на горпляж, поскольку увидела второй ковер. Не знаю, почему здесь ковры.
Очень прикольно, необычно смотрится. И что меня еще зацепило, смотрите, здесь есть пушка. Пушка, гор-пляж. Я решила не останавливаться, пройти дальше. И посмотрите, здесь везде ковры. Я не знаю, почему здесь ковры, но они есть. И, кстати, очень прикольно это все смотрится. Ну и мягенько ходить. Идешь, доски, и тут хоп, и ковер. Ну, покажу вам уже этот пляж, как раз сюда спустилась. Здесь есть маркет, туалет, бар и сцена. Значит, здесь проводятся какие-то мероприятия. Скажу вам честно, никогда здесь не была. Вот первый раз пришла, ну и честно скажу, что мне понравилось. Такая в одесских заведениях или, вот, допустим, на пляжах делают фотозоны, в которые можно подойти и сделать себе классное летнее фото. Ну скажите, все-таки круто, не правда ли? Одесские пляжи этим летом точно умеют удивлять, поэтому остался еще, можно сказать, месяц лета в Одессе, потому что половина сентября обычно теплая. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно приезжайте в Одессу хоть немного позагорать. Море уже очищается, поэтому пока теплое, тоже обязательно приезжайте немного поплавать. Подойду здесь к водичке. Сейчас на некоторых пляжах очень много водорослей, но, к счастью, не на всех. На этом, я так понимаю, море относительно чистое. Но мы с вами пойдем дальше и посмотрим обстановку на других пляжах. Сверху находится еще один частный пляж, это Будда Бич Клаб. Тоже замечательное место. Когда-нибудь с вами туда сходим и вам его покажу. В Одессе ежедневно еще жарко. Сегодня температура воздуха в тени была больше 30 градусов. Ну а знаете, насколько прогрелось море? Температура воды в Черном море у берегов Одессы сейчас 25-26 градусов. Ну, сразу видно наших людей. Если мусорки переполнены, то нужно мусор бросать просто везде. Что-то здесь и то ли много сегодня людей было, то ли не успели убрать, но выглядит не очень красиво. Хочется, чтобы на это обратили внимание и поубирали. Вот идешь, прекрасная набережная, все замечательно, красиво, и внезапно начинается действительно шок-контент. Это показывает, что люди у нас есть действительно свиньи, просто по-другому не могу сказать. Посмотрите, сколько мусора отдыхающие оставляют после себя. Очень хочется... Да, действительно, здесь, наверное, не успели еще убрать, но очень хочется сакцентировать внимание людей, которые приезжают в Одессу. Уважайте наш город, уважайте жителей нашего города. Ну и, конечно же, хочется обратиться ко всем одесситам. Всегда за собой убирайте, ведь это же наш дом, место, в котором мы живем. И хочется, чтобы здесь было чисто и красиво. Ну, кто не знает это место? В Одессе это место знают все, потому что это одна из самых известных летних фотолокаций в городе. Желтый камень на Отраде. А вот просто кто-то на песке так и забыл свой стаканчик с холодным пивом. Но мы с вами пройдем немножко к водичке, потому что недавно Отрада была во всех новостных каналах города из-за того, что к берегу прибило огромное количество зеленых водорослей. Кстати, здесь этот пляж я вот реально не очень люблю, мне здесь не нравится, и приезжаю я сюда крайне редко. Буквально неделю назад пляжи Одессы оказались в ловушке зеленых, не самых приятных водорослей. Вода в море зацвела, побережье было ими загрязнено, а запах отпугивал даже самых отчаянных отдыхающих. В этот период мы не попадали на пляжи города, потому что мы уезжали на дачу, поэтому вам не показали эту, можно сказать, катастрофу. Вот сейчас приехала посмотреть, что же сегодня происходит с морем. Изначально в Отраде было очень много водорослей, поэтому я сегодня решила приехать именно сюда и показать вам обстановку на одесских пляжах. Как вы видите, море очищается, водоросли отступают,
и оно снова становится прозрачным. На некоторых пляжах они совершенно отсутствуют, и вода очень чистая. Читала в интернете информацию о том, что экологи говорят, что водоросли сейчас не токсичны, и поэтому купаться в воде можно. Многие говорили о том, что на пляжах, на которых много вот этих зеленых водорослей, появился неприятный запах из-за жары, и на этих пляжах невозможно отдыхать. Ну, хочу вам сказать, запах есть, но он уже совсем еле уловимый. В принципе, неприятного такого сильного, какого-то ужасного запаха сейчас нету. Ну, я же говорю, что это одна из самых известных фотолокаций на пляжах Одессы. И посмотрите, конечно, здесь проходит фотосессия. Ну, вот водный батут привезли. Было на 13-й фонтана 10 минут 150 гривен в начале лета. Сейчас цену не знаю. Скажу вам честно, я не знаю, как люди купаются сейчас в море с водорослями, но вижу большинство людей. Ничего не пугают, всем нравится, все там бегают, плавают в этих водорослях. И никому ничего не мешает, всех все устраивает. Я бы в такой воде купаться не могла, потому что мне бы было неприятно. Так, лацинда, шашлык, вино. Боже, посмотрите, какую здесь красоту жарят. Какой шашлык, грибочки, кабачки, ну просто прелесть. Черное море считается одним из самых малообитаемых морей в мире. И все это из-за сероводорода, который есть в Черном море. Если жизнь в Черном море существует только на глубине до 200 метров. Все, что глубже, там просто живут определенные виды бактерий. И все, никаких рыбок и никаких растений. Хотя максимальная глубина Черного моря, если я не ошибаюсь, 2212 метров, что достаточно глубоко. И представляете, там никто не живет. Но, несмотря на это, водорослей у нас более 250 видов. И несколько из этих видов можно сейчас увидеть на пляжах города. Собственно, они и, как можно сказать, испачкали все пляжи Одессы. Поскольку я сегодня в розовом топе, я решила прийти и показать вам самый розовый пляж в Одессе. И я не шучу, вы, наверное, уже видите его на заднем фоне. Этот пляж называется Bright on Beach, и сейчас покажу вам, какие здесь цены. 300 гривен шезлонг, 900 гривен кровать и бунго 1200 гривен. Сейчас здесь мало людей, но все потому, что уже вечер, и многие расходились по домам. Вообще, это достаточно известное место в Одессе, и когда-то у всех девочек, да и, наверное, не когда-то, а еще до сих пор в Инстаграме есть с этого пляжа фотографии, потому что он розового кукольного цвета. И когда-то здесь на песочке стояли розовые фламинго, но вижу, что их убрали, и их не видно. Кто-то, посмотрите, кто-то поставил шезлонги прям в воде. Вот как у ворона свой шезлонг. Класс, какая красивая чайка. Видите, мы пришли на другой пляж, немного дальше Желтого камня, и здесь уже море совершенно чистое, прозрачное и очень теплое. Люди купаются с удовольствием. Если сами уплыли, то ли все вывезли, вода, вижу, чистая. Поэтому не пугайтесь, если считаете, что много зелени в Черном море. Все, море очищается, поэтому, если хотите ехать, к нам можете ехать. Ну что, наши дорогие зрители, до встречи в следующем видео из Одессы. И желаем вам всем замечательного, спокойного дня, как у этого котика. Всем пока-пока.